Если кратко, то мой запатентованный класс Abba, вот его схема, оказывается в 30 раз лучше привычного класса AB. Вот класс AB. У AB коэффициент гармоник 0,045 без обратной связи. У класса Abba 0,0015. В 30 раз лучше. Но если подробно, то досмотрите это видео до конца. А потом забирайте в моем патреоне пруфлинки. Вот эти вот схемные файлы для микрокапа 12. И дальше экспериментируйте самостоятельно. Может быть, и вы изобретете что-то новое. Когда я совсем недавно изучал нюансы схемотехнического мировоззрения моих конкурентов Боба Кордела и Иана Хеглуна, то на странице 520 форума с обсуждениями новой книги Кордела по усилителям мощности, вот она, нашел вот этот вот любопытный график, красная линия, который оказался похож не только на аналогичные графики книги Кордела. Вот это Хеглун подчеркивает, что его график совпадает с фигурами 13, 11, 13, 13, 13, 14 книги Кордела. Так вот, график вот этот вот Хеглуна совпадает не только с книгой Кордела, но и с графиком фигура 4, вот этим, моего патента на класс Abba. Ну вот лучше я его вот в таком увеличенном виде покажу. В обоих вариантах, что у Хеглуна, что у меня, схемная компенсация GM даблинга, это так называемой антиступеньки в двухтактных транзисторных каскадах класса AB. Так вот эта вот схемная компенсация GM даблинга приводит к снижению примерно на порядок коэффициента нелинейных искажений, что у Хеглуна, что у меня. Причем в критической области малых выходных мощностей около 1 Вт. Вот эта вот кривулька, видите, в 10 раз приблизительно меньше, чем в классе AB. Ну, у Хеглуна тоже примерно так же. Почему важна именно область 1 Вт и чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше? Так давайте смотрите, читайте у Нельсона Пасса. У него есть огромная серия его усилителей First Watt. И на вот этом сайте, на его, описано, почему это надо. Вот. Потому что он считает первый ватт наиболее важным ваттом в характеристике качества любого звукового усилителя. Но в то время как Кордел и Хеглун в своих расчетах использовали транзисторы самые современные, 3281 и 1302, вот эти, я при описании патента использовал модели самых распространенных в прошлом веке, дешевых BD139, BD140, вот этих. BD139, BD140. Если мне правильно изменяет склероз, это 1970, да, март 1972 года. Но это наши КТ-815 и КТ-814.
Логично поэтому мое стремление сравнить Double Cross с моим Abba на одинаковой современной элементной базе с индивидуальной оптимизацией режимов для каждой схемы. Мое отличие от визави состоит в использовании для более адекватного анализа программы Microcap 12, а не Microsoft Excel. Ведь Microcap 12 выдает нелинейные искажения функции выходной мощности в виде готового, привычного для нашего глаза графика, а не с ручным пересчетом по точкам из Microsoft Excel, которым пользуется Ян Хеглун. Это просто какой-то когнитивный диссонанс, что ни Ян Хеглун, ни Боб Кордел не владеют микрокапом 12, пользуются примитивным Lightspice. В то время как микрокап 12 как раз отлично знает про книгу Кордела по аудиоусилкам. Ну-ка, сейчас найдем вот. О, видите? Bob Cordell Books Designing Audio Power Amplifiers. Микрокап знает отлично про Кордела. А Кордел про микрокап похоже, что не знает. Так вот, микрокап как раз отлично использует книгу Кордела по аудиосилкам мощности и дальше публикует ее в своей документации. Вот. И использует наработки в сэмплах. Мы тоже с вами используем сэмпл Wing Spread Plots, вот эту схему, которую загрузим в микрокапе. Я сейчас вам покажу, как это делается. А сэмпл этот прямо в микрокапе, это, как вы видите, это наш любимый двухтактный транзисторный каскад в режиме класса АБ. Совершенно верно. Причем на наших любимых транзисторах 3281 и 1302. Для того, чтобы загрузить интересующий нас сэмпл изнутри микрокапа, заходим в меню Help, Sample Sockets, Audio Amplifiers, Creating a Wing Spread Plot. Вот, все. Видите, наш двухтактный транзисторный выходной каскад. Нагрузка 8 Ом. Эмиттерные резисторы. Питание плюс-минус 12. И смещение на базы. Вот. Теперь смотрим, что предусмотрено, собственно, сэмплом. Заходим в меню Analysis и DC. Run. Вот. Получили Wing Spread. Что такое Wing Spread? Это графики зависимости коэффициента передачи или коэффициента усиления каскада нашего в зависимости от постоянного входного напряжения. Входное напряжение изменяется от минус 10 до плюс 10 вольт. Вот это 0. А вот это вот у нас такие изменения коэффициента передачи. Жмем F8, чтобы проследить. И ведем вот эту точечку. Видите? При напряжении
входном 8 вольт, у нас будет вон 0,952. Тут чуть-чуть растет, а потом резкий провальчик. Видите, вот тут вот. Вот на нуле будет у нас уже 0,941. Дальше вот так вот пойдет вверх. Это у нас для смещения V-bias 0,6 вольта. А если мы хотим посмотреть характеристику, скажем, вот при смещении 0,62 вольта, то вот будет вот такая вот, она самая ровненькая. Вот. Оптимум для смещения V-bias. Вот, смотрите, вот. Вот этот вот 0,62. При смещении 0,62 у нас оптимальный самый минимальный горбик и самые минимальные ямки при 0,62. А если больше, скажем, смещение больше, чем 0,62, вот скажем максимальное 0,7 вольта, то у нас вон какой здоровенный тут этот горбик получается. Вот что такое значит wing spread по Корделу. Как Кордел научил разработчиков микрокапа. И микрокаповцы приложили этот wing spread CIR, такой сэмпл, в менюшке help. Но знаете, что плохо в этом всем? А плохо то, что коэффициент передачи в wing-спреде на какой частоте? На нулевой. То есть на постоянном токе. Догадываетесь, к чему я клону? А к тому, что эта штука красивенькая, но для звука не годится. Потому что звук — это переменный ток, а не постоянный. И нам необходимо изменить схему таким образом, чтобы мы измеряли коэффициент передачи или нелинейность коэффициента передачи не на постоянном токе, а на какой-нибудь заданной звуковой частоте, ну, скажем, на 1 кГц. Вот сейчас мы... ну, еще дополнительно, значит, смотрите, что я хочу изменить. Меня не устраивает то, что тут плюс-минус 12 вольт питания. В реальном усилителе мощности питания гораздо больше. И резисторы R2 и R1 эмиттерные не по 0,3 Ома, а поменьше чуть-чуть. Вот давайте сейчас вот эти процедуры мы проделаем, и я покажу вам, как измерить нелинейность не на постоянном токе, а на звуковой частоте на какой-нибудь. Итак, вот это модифицированная схема. Здесь я уменьшил сопротивление эмиттерных резисторов до 0,25 Ом, R1 и R2. Увеличил до 50 вольт, плюс-минус 50 вольт, напряжение питания и заменил батарейку постоянного напряжения на источник синусоидального напряжения. Вот. Кроме того, в этот источник входного синусоидального напряжения я добавил смещение по постоянке, DC offset. В связи с чем это? А в связи с тем, что транзисторы Q1 и Q2, NPN и PNP,
они реально немножечко не одинаковые. И если при одинаковом напряжении базового смещения их эксплуатировать, то немножечко не одинаковые NPN и PNP транзисторы на выходе образуют, вот здесь вот, образуют сдвиг по постоянному напряжению примерно реально на 110-120 милливольт, если для вот этих транзисторов, который в реальном усилителе устраняется системой авторегулирования нуля на выходе. Но у нас-то никакой системы авторегулирования, как и других каскадов, пока нету, поэтому в данном случае мы организуем нуль на выходе вручную путем задания небольшого компенсирующего смещения по постоянному напряжению в источнике Vin. Ну, кроме того, внимательные зрители обратили внимание, что я транзисторы NJW3281 и 1302 заменил на MJL 0281 и MJL 0302. Это связано с тем, что я применил, как и Хеглун, вот тут вот MGL 3281, 1302, так, значит, и, собственно, и сам Боб Кордел у себя в библиотеке Spice моделей тоже описал MJL. Он вот тут вот все правильно написал, что родные для микрокапа и для LightSpice модели, они очень неточные. Практически очень большую погрешность по искажениям, по смещению и по другим, ну, то есть небрежно созданы модели. Спасибо Бобу Корделу, что он обратил на это внимание и сам поизмерял многие транзисторы, которые используют аудиофилы, в том числе и мощные в корпусе TO-264. Ну, скажем, вот эти вот MJL 3281, 1302. Поэтому я тоже здесь использовал модели от Кордела, чтобы получить правильные, достоверные результаты. Ну что, вот, значит, у нас новая модель есть. Вот это была, вот это стало. Теперь повторяем, что анализ DC, run. Вот какая получается. Я все значит, графики для разных напряжений и смещения не вывожу. Я предварительно оптимизировал и нашел оптимальное смещение, которое в данном случае равно 0,72 вольта. V-bias 0,72 вольта. При этом размах нелинейности коэффициента усиления по постоянному входному напряжению в диапазоне от минус 10 вольт до плюс 10 вольт, вот имеет вот такой вот вид. Я его сохраню, чтобы потом сравнить с двумя нашими дополнительными схемами. Но это не то, ради чего мы с вами модифицировали схему. А модифицировали мы для того, чтобы измерять не на постоянном напряжении входном, а на переменном. Для этого мы выходим из DC анализа, заходим в Harmonic Distortion и выполняем Run. Вот, и видите, микрокап построил сразу же график зависимости коэффициента гармоник, коэффициента линейных искажений, от выходной мощности для частоты 1 кГц. Ну, можно частоту и другую сделать, но
взяли 1 кГц как стандарт для звуковых измерений. Вот что мы имеем. Сейчас я включу курсорчики. Смотрим. В нашем репере 1 Вт для 1 ваттной выходной мощности у нас коэффициент гармоник составляет 0,045%. Видите, да? 0,045%. Ну и для 185 Вт вон там 0,1%. Это, ну сколько, видите, значит, это у нас тоже режим класса АБ. Это еще не компенсация GM-даблинга. Это режим обычного класса АБ, но с современными транзисторами. И у нас на 1 ватте получается 0,045%. А вы помните, сколько у нас было в моем варианте, который я описал в патенте? У нас было в классе АБ 0,1%, даже чуть больше, чем 1%. Вон, 0,1% был. То есть с современными транзисторами даже в классе АБ искажение где-то вот в 2 раза меньше. Хорошо. Записали. Этот график я тоже сохраню, чтобы потом сравнить с 2 следующими нашими схемами. Последнее, что нам, наверное, целесообразно зафиксировать для схемы класса АБ на вот этих транзисторах и в такой конфигурации, это то, что оптимальный начальный ток коллектора транзисторов равен 75 мА. Я специально подобрал оптимальный по минимуму коэффициента гармоник. При этом в контрольных вот этих всех точках вот такие вот постоянные напряжения. Отмечу, что на выходе постоянное напряжение 210 микровольт. Ну, соответствующим образом пришлось, видите, на 116 милливольт сместить базы. Ну вот, по классу АБ все. Переходим к следующим. Поскольку на сайте Боба Кордела нет ни слова о применении даблкросса хотя бы в каком-нибудь готовом усилителе, вот тут у него сугубо усилители на мосфетах, или он даже на вактубе есть. То есть ламповый или мосфетовский. Никакого намека на даблкросс тут нету. Более того, в последнем усилителе Боба Кордела BC1 выходной каскад построен по совершенно одинаковым 2 парам. И там ток коллектора начальный по 120 мА. Тоже никакого намека на даблкросс. Поэтому мы собрали схему даблкросса для нашего проекта на основе проекта PAC-412 Иоанна Хенглуна с эмиттерными резисторами на 0,18 и 0,22 Ома и начальными токами первой пары 288 мА и второй пары 5 мА. Кроме того, в базы, ну вот наша схема, вот. Кроме того, в базы транзистора выходного каскада мы поставили резисторы 2,2 Ома, это как в низкотоковая пара, то есть высокотоковая пара, извините, пара с повышенным током,
А пара с пониженным током имеет по 6,8 Ома. Ну, это примерно вот отсюда. Это у нас вот отсюда. Ну, значит, вот еще в одном месте Ян Хеглон подтверждает, что 0,22 Ома и 0,18 Ом и 290 миллиампер начальный ток смещения главной пары, так как нарисовано в книге у Боба Кордела. И вот еще один момент. Сам Кордел вот в этом сообщении как-то упомянул, что в BC первом, в усилителе BC1, вот в этом вот, видите, тут базовые резисторы одинаковые. Так вот, он тут написал, что в дабл-кроссе он намерен поставить бейс-стопперы, это вот эти базовые резисторы, в одной паре побольше, чем 2,2 Ома, то есть 4,7 Ома. Вот. Ну, мы примерно так и сделали. Вот это в таком виде получилось дабл-кросс. Результирующие режимы. Вот это режим напряжения по постоянке, по постоянному току. На выходе, видите, тут тоже 19 микровольт. Из-за того, что я сделал смещение по базам. Иначе было бы на выходе постоянка. Резисторы в эмиттерах 0,18, 0,22, в базах 6,8, 2,2. Это значит у нас напряжение. Вот. А вот такие у нас токи. Значит, в одной паре у нас 286 и 281 миллиампер, во второй паре 8 миллиампер и 12 миллиампер начальные токи. Значит, отмечаю, что мы увеличили до 6,8 Ома вот эти два резистора по сравнению с тем, что рекомендовал Боб Кордел, потому что великоваты получились вот эти токи. Хотели они 5 миллиампер, 4 миллиампера, а получается даже с 6,8 Ом получается 12,8. Ну, дальше я уже не увеличивал их. Значит, вот такие вот режимы, вот такая схема и вот такие вот режимы. Теперь смотрим характеристики. Ну, сначала, как уже принято, DC. И вот такой у нас получилось коэффициент усиления от входного напряжения. Минус 10 вольт. И в таком вот разборчике. Видите, два горбика. Но эти горбики меньше, чем в режиме класса АБ. Я это сохраню, и потом мы сравним. Сейчас дальше смотрим коэффициент гармоник класса Double Cross. Harmonic Distortion. Run. Вот такой у нас коэффициент гармоник. Сейчас я введу курсор. Вот, значит, что у нас? На 1 ватте 4,5 тысячных%. Ну и на 200 ваттах там он 0,1%, да? Ну вот нас интересует вот этот вот участочек, так, да? Все, сохраняем это дело для того, чтобы сравнить потом все схемы. Сохраняем еще и коэффициент гармоник. Ну и наконец переходим
к режиму класса Abba. Вот эта схема выходного каскада моего МЗЧ высокой верности 21 века, реализующая режим класса Abba. О нем я много говорить не буду, вы можете почитать о нем у меня в Патреоне при описании полной схемы МЗЧ высокой верности 21 века. Я только запущу анализ. Сначала DC. Вот такая кривулька получается. Она чуть меньше по размерам получается, чем в режиме класса Double Cross, и намного меньше, чем в режиме класса AB. И самое главное, что у меня один горбок вот такой вот. Если вы помните, в режиме класса AB и в режиме класса Double Cross там по два горбика и ямки в диапазоне от минус 10 до плюс 10 вольт входного напряжения. А тут только один, то есть более плавная характеристика. Вот. Это что касается, значит, винг-спреда на постоянном токе. А теперь осталось нам померить harmonic distortion, то есть коэффициент гармоник. Run. Вот. Гармоники каскада в режиме класса AB. Я сразу отмечу, что он меньше вот в критической области, ниже 10 ватта. Он ниже, чем значит, график коэффициента гармоник класса Double Cross, и намного ниже, чем у класса AB. Я его все тоже сохраняю, и в итоге выведу все три усилителя на одной плоскости. Сейчас мы это сделаем. Итак, вот это итоги. Сверху вниз класс AB, класс Double Cross, класс Abba. Это схемы. В средней колонке это Wing Spread при размахе 1 ватта. Для класса AB 0,0036. Для класса Double Cross 0,00043. Для класса Abba 0,00023. Как видите, Double Cross лучше класса AB, но класс Abba лучше, чем Double Cross, и тем более лучше, чем класс AB. Самое интересное и самое правильное — это коэффициент гармоник при 1 ватте выходной мощности и 10. У класса AB коэффициент гармоник 0,045%. У класса Double Cross в 10 раз лучше 0,0045%. И в классе Abba еще лучше 0,0015%. То есть класс Abba в 3 раза лучше, чем Double Cross, и в 30 раз лучше, чем класс AB. При 10 ваттах тоже, но разность не такая уже сильная. Отмечу также, что при особо маленьких мощностях, даже ниже 1 ватта, там вот 100 милливатт, 10 милливатт, преимущество класса Abba нарастает по отношению как к классу Double Cross, так и тем более классу AB. Вот такие результаты. В заключение я хочу сказать, что все вот эти схемные файлы в микрокапе 12 вы можете скачать у меня на Патреоне
и сами запустить, сами испытать в любых других режимах. Может, дерзайте, вы тоже, наверное, что-то можете изобрести. Удачи, ребята! Всегда ваш Николай Сухов.